Если вы будете путешествовать по Британии, непременно посетите Сен-Мало. Сен-Мало – столица корсаров. Не путайте, пожалуйста, пиратов, грабивших всех подряд без разбору, с отважными моряками на службе короля. Корсары как явление возникли в средние века с подачи французской короны. В то время французская казна была истощена различными военными тратами, и король искал новые способы ее пополнить. И в итоге он понял, что можно предоставить свое покровительство свободным морякам, позволив им законно грабить врагов короны. Таким образом пополнялась как королевская казна, так и наносился значительный урон силам и инфраструктуре противника. А в конце XVI века жители Сен-Мало отказались подчиняться приказам короля-гугенота Генриха IV, убили губернатора города и провозгласили свою независимость. И целых 4 года город был республикой, управляемой сенатом. В те мятежные годы родился популярный девиз малуинцев: «Ни француз, ни бретонец, я малуинец». Я хочу попробовать вот со свежими яблоками. Вот это есть куинь-аман, бретонский десерт. Достаточно жирный, много масла сливочного, но это очень вкусно. Иногда можно. Не каждый день, но иногда можно. Очень много разнообразных сладостей. Люди в очереди стоят. Стоит сказать об истории города во время Второй мировой войны. В 1944 году в Сен-Мало находилось чуть более сотни немецких солдат. Большинство бункеров были уже оставлены и не представляли опасности, но американские союзники устроили бомбардировку и разрушили 85% всех строений города. То, что мы видим сегодня, на 90% было построено в 50-е и 60-е годы. Гуляя в наши дни по улицам Сен-Мало, в это сложно поверить. Но в послевоенные годы по чертежам, старым картинам, фотографиям, рисункам город восстанавливали метр за метром, разбирали руины, подписывали найденные камни, чтобы сложить их в нужном порядке. Островные форты были разрушены союзниками и тоже были почти с нуля восстановлены. Город Динар. Очень холодно утром. 0 градусов. Но зато прекрасное голубое небо и солнце. Очень много реставрируют, очень много идет реставрации домов и площади центральной. Так, а рынок вот здесь. Но пока я иду в центр города, хочу вам сказать, что люди здесь очень доброжелательные. Вот только что спросила у дамы, что посмотреть в Динаре. Она говорит: а вот идите прямо, и там сегодня рынок работает. Так что я сейчас как раз пройду на этот рынок. И еще она мне говорит: а там на углу есть кафе. Очень-очень симпатичное. Спасибо. А вот и рынок. Надо, пожалуй, что-то для дома купить вкусненькое. Рынок очень приятный. Здесь и одежду продают, здесь и художественные изделия, и продукты питания. Всего понемножку. Очень колоритный рынок. Вот, а здесь, видите, разнообразные сосиски. Это из города Лиона, Лионский. Выбор огромный. Bonjour. Галеты сосис я хочу съесть сейчас, перед отъездом в Париж. Est-ce qu'on met un peu de moutarde? Un tout petit peu, oui, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut pas, elle est froide. Voilà, c'est comme ça. Вот это и есть галет, настоящий блинчик из гречневой муки с сосиской. В такую холодную погоду очень вкусно и замечательно, согревает хорошо. Очень много таких деревьев я вижу, очень необычные, красиво.
Какая красивая роза из камней и ракушек. Гостиница Рояль Эмроуд. Эмроуд – изумруд, изумрудное побережье. Динар – это курортный город на изумрудном побережье Британии. Здесь тоже есть казино, как в любом курортном городе. Казино «Барьер». А за казино открывается вот такой замечательный вид. Рядом пляж. Динар возник в XVIII веке как рыболовецкая деревня, но совсем скоро это удивительное место с уникальным климатом и пейзажами привлекло состоятельных людей Франции, для которых Динар стал излюбленным местом отдыха. К примеру французов последовали англичане и американцы, и Динар становится местом аристократического паломничества. Именно тогда, на рубеже XVIII-XIX веков, Динар начинает развиваться как фешенебельный курорт, привлекает все больше и больше туристов со всего мира. У подножия скал стали разрастаться великолепные виллы и дворцы Бель-Эпок, которых на сегодняшний день в Динаре насчитывается около 400. Динар, помимо великолепной архитектуры, славится своими пляжами, которые считаются лучшими на всем побережье Франции. Море действительно изумрудного цвета. Хичкоку памятник. Какая порода собак, кто знает? Утром отлив достаточно большой. И какие красивые виллы на побережье. Бонжур. Собаки дружелюбные. Какой закаленный человек. 0 градусов по ощущению как -1. Он купается. И на пляже находится бассейн с морской водой, теплой. Я хочу пройти по этой дороге вдоль моря, полюбоваться пейзажем. Какие красивые виллы. Тоже интересно, укреплена скала, скалистый берег. И сосны наверху растут. Летом, конечно, этот пляж оживает. Это здесь бар Динар. Вот такая дорога. На пляже идут работы, поэтому шумит машина. И отсюда видно Сен-Мало, где я была вчера после обеда, погуляла. Кстати, Сен-Мало от Динара всего лишь 12 километров. Такой вид на Динар с противоположной стороны. Вот такая дорога. Узкая, слева камни. Вот отсюда очень хорошо видно и старый город, и порт Сен-Мало. Ветер очень холодный. Если хотите отдохнуть от толпы, от Парижа, от пробок, выхлопных газов, вот приезжайте сюда на Изумрудный берег Британии. Можно сделать так же, как и я путешествовала в Мон-Сен-Мишель, и потом уже проехать дальше в Канкале, остановиться в Канкале. Из Канкале можно выезжать и в Сен-Мало, и сюда в Динар приехать, либо остановиться здесь, в Динар. Pourquoi pas. Мое путешествие заканчивается. Я возвращаюсь в Париж. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!